Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Этим поздним вечером пятницы, такой насыщенной, такой необыкновенно геополитически сложной, Степан Геннадьевич Тимура на связи прямо сейчас. Степан Геннадьевич, приветствую вас. Добрый вечер. Друзья, все как всегда. Спасибо большое, во-первых, за то, что лайкаете, за то, что смотрите, за то, что там кто-то делится видео, кто-то просто излагает мысли в комментариях. Это прямо очень важно. Если хотите поддержать или там, никого не ждать и нашей сессии ответов на вопросы, то милости прошу, QR-код к вашему распоряжению. Переходите, если работает сервис, прямо на экране все напишется сразу же. Если хотите задать вопрос заблаговременно, сообщество YouTube, все как обычно, все как всегда. Вы оставляете там вопросы, мы начинаем с клуба зрителей в Telegram, переходим в сообщество YouTube и чат трансляции подключаем в самом конце. Ну а чтобы веселее было в чате, общаться и, так сказать, высказываться друг с другом в отношении услышанного, опрос нашего сегодняшнего эфира. Он звучит следующим образом. Сколько встреч понадобится в рамках Стамбула-2, чтобы добиться перемирия? Вот это очень важно. Перемирие. Значит, еще одна, максимум две. О, это долго. После летней кампании. Ну, то есть туда. Конец осени, когда опять будет, скажем так, распутиться. Третий вариант. Перемирия не будет. Будет мир. Четвертый вариант. Вы что? Это была первая и последняя встреча в Стамбул-2. Больше не играют. Степан Геннадьевич, как вы думаете, по итогам вот этого буйства 2 дней, мы обсудим там конкретные детали, но вот отвечая на вопрос, сколько таких Стамбулов нужно, чтобы прийти к прекращению огня? Хороший вопрос. Я, честно говоря, не знаю даже и не задумывался, потому что, это, знаете, такая театр абсурда. Но, отвечая на ваш вопрос, я думаю, я выбрал 3, что все закончится миром. В смысле, капитуляция Украины и миром. Да. И как раз ближе уже к концу 25 года. Угу. Ну, то есть после летней кампании. Возможно, после летней и осенней кампании, да. Просто понимаете, в чем дело? В моменте вот этого Стамбула очень важно понимать, а почему, а в чем сценарий? Вот как вы видите этот сценарий? Ну вот, Сценарий я вижу такой, что, знаете, это субботний драм-кружок Бердючевской хоральной синагоги исполняя без режиссера и сценария. Играют как могут, импровизируют. Вот так вот я это вижу. Слушайте, если знаете, отвлечься от всей этой мирской суеты и вот этого новостного фона, посмотреть вообще, что происходит так. В принципе, что вы ожидали? Когда вы начальником назначаете клоуна, у вас получается цирк. Рыжего клоуна назначили типа начальником, вот у вас цирк. То есть, вот история всегда повторяется дважды. Сначала как трагедия, это был Стамбул-1, как фарс Стамбул-2. Там, я не знаю, там можно на мемы все это разбирать, понимаете, весь этот идиотизм можно просто на мемы разбирать. давайте А по попробуем. факту ничего не происходит, что, как и говорилось, когда там началось, Украина, помирю Украину за 24 часа, точки, скажем так, нет точек соприкосновения у сторон. Все. По позиции сторон диаметрально противоположны. И я не имею в виду Украину, имею в виду Россию и США. А почему Диаметрально США? противоположны. Погодите, давайте все-таки попробуем разобраться, почему именно США? Слушайте, они себя признали, то, что они ведут прокси-войну против России. Признали. Ну, то когда было? Уже Трамп столько назаявлял, Степан Геннадьевич. Он может заявлять все, что угодно, но факт остается фактом. Украина – это всего лишь оружие и территория прокси-войны. Смысл с ней договариваться о чем-то. Поэтому позиции США и России пока что диаметрально противоположны. И Трамп официально заявляет, хотя, да, заявлению ему верить, это надо смотреть, какое утро, какое время суток и тому подобное, с кем он разговаривал последний раз. Да? Вот. Да, редкостный долбоеб, я бы сказал, сказочный, реально. Не суть важно. Вот у него какая позиция официальная? Такая же, как у империи. Мир через силу. Ничего не поменялось в внешней политике.
Постоянно идут эти заявления, что с Ираном, что с Россией. Ну, чувак, ну, как говорится, ректальный суспозитар реальности хуситы уже прописали один. Ну, видать, не подействовало. Нужно увеличить дозу. Вот и все. А все остальное это так. Суета-сует. Если мы посмотрим на Стамбул с позиции, ну, там, не одного дня, а двух, вчерашнего и сегодняшнего. Вот давайте так. Я действительно задумывался над этим вопросом. И прям вот если бы сегодня был бы Стамбул, ну вот такой вот, как сегодня. Поехали делегации, да, две, встретились предварительно, проконсультировались там со сторонами. Российская делегация консультировалась с турками, ну не хозяева, да, то есть, ну как бы были переговорами, и американцами. Там прислали вообще непонятно там дипломата, третий просто как бы, да, вот с ними поговорили. А украинская делегация с британцами, французами, тоже американцами, в общем, там турки, все вот это, со всеми все проконсультировались, сели, 2 часа поговорили, вышли, по 1 минуте сделали заявление о том, что, смотрите, 1000 на 1000 мы поменяем, и, в принципе, мы там будем договариваться. Поступил запрос с украинской стороны по поводу встреч лидеров, ну, то есть Зеленского и Путина. Мы запрос приняли, передадим. Ну, как-то и все, и будем дальше встречаться. Сейчас гуляют инсайды, перед нашим эфиром вышли, что следующая встреча, все же думали, а когда? Ну, это логичный вопрос, то есть, насколько плотный график? График вообще не плотный. Говорят, в июне. Это минимум 2 недели, а там может и 3, а там может и месяц. Так если бы это все было без вчерашнего перформанса Зеленского у Эрдогана, вот этих всех «Путин, ты где? Я тебя жду, я остаюсь здесь, приезжай», а потом посидел 2 часа, сел в самолет и умотал в Тирану, в Албанию, но это вообще как бы абсолютно 2 разных дня. Почему? Ой, ну, если вдаваться там, ну, знаете, я так краем глаза посмотрел, сколько там буквок пишут, сколько слов говорят в Ютьюбе. Ну, это, знаете, в куче говна искать бриллиант. Ну, попробуем, да? Ваш, Раздолье для ваш, экспертов, ва- ваш, этот, аналитиков, клики, бабки текут ваш рекой, да. энтузиазм подкупает, конечно. Тут, как говорится, без ложечки стрёмного не разберешься. Ложечка была у Мерца. А стрёмно же ее пропрятал. Мерц, Мерз, да? да. Ну, папаша Герц-то не выглядит ведь на это дело. Весь такой примерный бургер. Ну ладно. Ну, по всей видимости, там шла какая-то подковерная борьба, я, правда, не понимаю, зачем. Типа план Трампа, план Европы, задача Европы не выпустить Трампа из войны, задача Трампа выйти из войны. И вот как бы вот это все вот так вот сыграть. И вот я читаю это, смотрю, думаю, блядь, ну дебилы реально. Ну вот о чем все это, да? Если бы у Трампа вообще был план, не пожелание, не желание, не хотелка, а план, элементарный план, этого бы всего не было. Потому что, с одной стороны, у него есть Уитков, с другой стороны, у него есть Келлог. Вроде оба представители Трампа, да? Уважаемые типа люди, доверенные люди. Так они не доехали до Стамбула, а обещали. Да я даже не об этом. Они просто говорят и озвучивают диаметрально противоположные вещи. Понимаете, если существует такая точка зрения у магаистов и у свидетелей Трамп наша, что это такой восточный стиль единоборств, называется бешеная мартышка. Вот столько делать движений, делать заявлений, что никто ничего не понимает, противник дезориентирован, и в этот момент наносится единственный мощный удар. Для всех остальных называется диагноз. Без руля, без витрил. Ну, реально, ну, если так посмотреть на карьеру Трампа, на его первый срок, вот сейчас на второй срок, кем он себя окружает, какие он принимает решения, что он говорит, как он говорит, да, у него же очень часто одно предложение противоречит предыдущему. Ну, нарцисс с одной прямой извилиной, и то от короны. Все,
Все, что вам нужно знать об этом человеке и о горизонте его планирования, и о горизонте его проникновения в суть вопроса. Он же без понятия вообще. Просто Саша, посмотри, как его арабы, извините меня, на своем обрезе крутили во время его турне по арабским странам, вот, которое прошло. Просто как лоха вот так. Человек вообще не понимает, куда он приехал, зачем он приехал, как его разводят. Ему сделали красиво, и он такой: о, как здорово, какой кайф, я такой уважаемый пацан. Поэтому нельзя воспринимать, я про все эти теории, которые объясняют что какие-то там подковерные игры. Я серьезно воспринимать не могу, потому что у Трампа нет плана. У него вот, скажем, утром, условно говоря, ему Талси Габбард делает доклад, да, ежедневный доклад разведки. Он там что-то бежит, тут же что-то набивает более-менее разумное. Потом он общается со своими советниками-неоконами, с тем же, скажем, Рубио, и понеслась по кочкам к вечеру. Думаешь, чувак, а ты вообще читаешь, что ты утром писал, или уже забыл? Поэтому это называется анализ пустого шума. Нет, Если от подождите. если от всего этого отвлечься, Мгм. по факту что? Позиции не соприкасаемы, они практически нигде не контактируют. Даже то, что озвучивает якобы разумный, как его, Витков, да, ну в чем позиция? Ну, даже вот как читаешь, например, про Запорожскую АЭС. Думаешь, ребят, вам что, Тулси Габбард не докладывает? Или вы уже все забыли? Что вообще происходит на фронте? Поэтому, вот честно скажу, я вот этот весь бред даже в голову не беру, вот реально. Так, знаете, из любопытства посмотреть, а чем же там Дудумы мучаются. Дудумы – это думающие, что думают. Какие-нибудь там теорию выдумают, какой-нибудь там инсайт скинули. Так вот сидишь, репу чешешь, да, у людей много свободного времени, заняться явно нечем. Нет, давайте, смотрите, вот вы так Трампа, как бы его, как это, деклассировали, а может рано. Ведь если, Поздно. Это должен был сделать в середине первого срока. если, смотрите, если так вот посмотреть на эту стамбульскую историю, ведь в принципе пьеса Зеленского с тем, что Путин приезжай, она была рассчитана в том числе и на Трампа. Ну, это специально все делалось для Трампа. Я почему-то, вот есть уверенность, что знали в А вы, Киеве, что, Александр, а вы сейчас сами поняли, что сказали? конечно, Сначала вы мне сказали, что не надо считать, что я напрасно считаю Трампа конченным дебилом, а теперь мне говорите, что вот это дешевое шоу, да, третий да, разрядное, было было рассчитано рассчитано. на Трампа. И Было что он это рассчитано на схавает. Трампа, да. Кто же он Но, после этого? но он же не схавал. Откуда вы знаете? Не, ну подождите, он говорит, ему приходят и говорят, ну, Зеленский в Анкаре начинает, делегация бутафорская, сразу там идет эта перепалка, там, а кто бутафорский, а кто не бутафорский. К Трампу подходят, где он там был, в Саудовской Аравии, кажется, или в Эмиратах, Не, да, он уже был в Объединенных Арабских Эмиратах. да, в Эмиратах. Раз, и ему говорят, а как вы относитесь к делегации? Говорит, слушайте, нормальная делегация, меня все устраивает. Потом опять там начинается, мы ждем Путина, Путин приезжай, давай, я Но буду опять же, это здесь. Трамп сказал. Он в то же время сказал, его спросили, что день до этого спросили, э, будет ли Трамп, приедет ли Трамп в Стамбул. Сказал, если Путин, то если там будет Путин, я приеду. У нас еще здесь спрашивают, типа, ну а зачем Путину приезжать, если я туда не приеду? Алло, Байден, ты вернулся? Нет, но он же не А вы приехал. пытаетесь анализировать, Подождите. что он сказал. Он же не приехал. Финальная, конечно, вообще замечательная история. Говорит, слушайте, вообще непонятно, я сейчас вылетаю, да, с Ближнего Востока. Непонятно, куда я лечу. Это он в Катар, по-моему, летел, да? В общем, Катар, да, там база не, большая, да. непонятно, куда я лечу после Катара. Может, залечу. Ну, вообще, знаете, у меня внук родился, поэтому я лечу в Вашингтон. То есть, и все. И никто никуда не летит. Ну, то есть, это Трамп.
Но он на вот Ну, эту игру там Мерца Макрона Стармера с Зеленским не повелся. А игра-то продолжилась сегодня. Там переговоры, а тут они собрались в Албании. Такой очень смешной какой-то у них слет лидеров. Там и грузины были, не только там европейцы. И молдаване, и в общем там все красиво. Посадили их в зал, показали из искусственного интеллекта смешно переделали их типа маленьких детей. И они там Welcome to Albania, там вот это все. Маленькие детки, так и так всех умилило, так всех весело там я смотрю, стало. там не один мерз с ложечкой ходит. И салфеток много, понимаете, Да, и ушло. салфеток море. Ушло салфеток много на этот сейшн в Тиране. И вот на этом сейшене опять вот они сбились вокруг Зеленского, положили телефон, включили на громкую и давай с ним разговаривать, с Трампом. Мол, только что закончились переговоры, что делать? То есть они, получается, то есть одни подозревают, что Путин с Трампом во всем договорились, поэтому этот номер Да, не да, да, пошел. читал, да, да, читал, Другие да. подозревают, что они вот пытаются Это даже почему-то. у Дудумов называется, по-моему, стамбульский гамбит. Во. Да, то есть, Да, да. понимаете, турецкий гамбит, да. Или турец, нет, а у них стамбульский гамбит. А вот этих товарищей, они что же вроде как с Трампом согласовывают позицию, а тот их вроде как бортует. Поэтому здесь непонятно, Откуда что мы будет знаем? дальше. Мы не уверен, я не уверен, что он их бортует, на самом деле. Он сам не знает, как из этого выбираться. Просто. Эти дурачки доиграли до того, ситуацию довели до абсурда, что не знает, как из нее выбираться. Все очень просто. У Трампа нет плана, поймите. У него есть хотелка. Лучшее, что он мог найти и предложить, это Уитков, который несет такой хиней, думаешь. Это все, еще раз, реализация, скажем так, условного плана Уиткофа возможно только в одном случае. А именно, если Кремль полностью все сдаст. Возможно такое. Проходили, бывает, возможно. Но, значит, он должен получить совершенно четкие указания и приказ. В данной ситуации, когда Европа еще жива, трепещется и даже там может с ноздрёй еще что-то всосать, следует заканчивать войну? Нет. Потому что Украину надо сбросить на Европу, чтобы полностью уже добить до конца Европу и политически, и экономически. Как Трамп будет это делать? Ну, судя по всему, в нем уже разочаровались. Поэтому вновь испеченный, ну, вернее, избранный Папа Римский, по-моему, вчера сказал, что, ну что ж, в общем-то, наверное, нам придется заниматься переговорами между Россией и Украиной. В переводе на русский это означает, что если хочешь сделать хорошо, делай сам. Мгм. Потому что эти дебилы уже ни на что не способны. Трамп типа не может выполнить элементарную функцию. Выйти из конфликта и все это перебросить на Европу. Ну, не в состоянии, не получается. Из-за его окружения, из-за интересов, скажем так, американской империи. Я не знаю почему, ну не получается у чувака. Ему уже, и вот все ему уже сделали, да, вот и Путин ему подыграл. Уже все тебе сделано. Скажи просто тупо, ну, видите, не смогла, и я старался. Старался как мог, ну вот, недоговороспособны они. Поэтому влеплю-ка я санкции тому и тому, и пусть вот, как сказал Трамп почему-то дня 3 назад, теперь переговорами будет заниматься Эрдоган. Сказал? Сказал. Вот ему уже все сделали, вот только вот собери там одну извилину в кусочек, закрути ее, чтобы появились изгибы, и прими решение. Хотя бы раз в жизни. Прими решение. Не может. Ну, еще не вечер, как говорится. Посмотрим. Но я думаю, что все закончится тем, что там опять 2-3 недели будет встреча с Путиным, да, якобы. Да, 2-3 недели это мне почему-то 2-3 недели все время кого-то напоминает. да, Похожий персонаж очень, да, очень похожий персонаж, кстати. А, и после этого, вот у него есть 2-3 недели. Вот посмотрим, что он сделает. Но я думаю, я могу ошибаться сильно, но я думаю, что на Россию точно санкции наложат какие-то. Пусть даже формальные, но наложат. Типа, ай-яй-яй, вот. Не прогнулись вы. На Украину сомневаюсь.
Сомневаюсь, потому что это будет уже слишком даже для Трампа. Ну, выйдет он из украинской аферы. Возможно, даже какие-то поставки вооружений оставят. Может быть, что-то там новое ассигнуют. Но не критичное, чтобы что-то переломить или что-то изменить. Я вот так вот себе вижу. И все будет решаться на поле боя, потому что еще раз есть план, есть договоренности, которым уже 3 года. Если посмотреть, что происходит вокруг, они сейчас слово русское забыл. Неукусловно, это дикость какая-то, да? Ну да. Безусловно, выполняются. В чем еще проблема с Трампом, да, вот реально у кремлевских, в чем проблема с ним? А вообще с ним можно договариваться? Ну, вот хорошо, вот, скажем, пройдут успешно переговоры в Стамбуле, там, вторая, третья очередь, не знаю. Украинцы, скажем, согласятся, или будет какое-то сочетание условий, на которое согласятся все стороны, бла-бла-бла. Был уже Минск-1, был уже Минск-2, был Стамбул-1, где, как говорил Путин, их надували. Где гарантии того, что это не повторится? Когда уже даже в НАТО и в ЕС заявляют, что, ну, типа, не вступление Украины в НАТО, это вот при Трампе. А он уйдет, все поменяется. Кто будет гарантом? Кто будет гарантом? Ну, гарантом по-любому должны быть Соединенные Штаты Америки. Ну, Тут и да. гаранты разные бывают. Есть гаранты значительно круче, чем США. Сейчас вот как раз Натаньяху об этом скоро узнает. Борька Джонсон об этом узнал. Что есть гаранты значительно круче. Вот этот гарант как раз Ватикан, он и приглашает, что, ребята, давайте вот под наши гарантии вы когда-нибудь договоритесь и о наших условиях, и все будет хорошо. У папы Месса, и уже есть заявление Льва XIV, говорит, давайте Путина и Трампа к нам. Да, да, да. И Рубио пробросил такую фразу, что ничего не будет по Украине до вот момента этой встречи Путина и Трампа. Да, и они будут встречаться, вернее, Трамп будет находиться под четким надзором, потому что этот дурачок уже Ватикан кинул в 2020 году, когда он понял, что он выигрывает выборы, он должен был подписаться на ту повестку, которую проводил, международную повестку, которую проводил Байден, но к чести Трампа он отказался. Он сказал, да пошли уже, я типа выборы уже выиграл. Ну, мы получили ступеньку Байдена. Кинул. Доверия к нему нет, поскольку там все соглашения заключаются устно. Значит, получается, что под патронажем и гарантией папы, которые будут даны Путину, скорее всего, Трамп подпишет и скажет, что вот кровью клянусь, я выполню все обязательства по сделке. А если кто не выполнит, ну, будет иметь дело с монахами, как говорится. В чем суть сделки? Сделки – это разделение Украины, в том, что НАТО уйдет, никогда больше не вернется. Ну, все то, что было озвучено в Стамбуле. Только добавят еще областей, в зависимости от того, когда будет заключаться сделка. Мысль такая посетила, хочу поделиться с вами, чтобы вы прокомментировали, потому что все равно она, пускай такая полуконспирологическая, но все равно она Это я сидит. люблю. Она сидит. Вы хоть и отметаете, ну, кстати, интересно насчет Ватикана, интересно дальнейшие их шаги по этому поводу, безусловно. Тем более там же инаугурационная месса, Венс приезжает, Зеленский там будет, то есть тоже интересно. Зеленский и Венс, да, эти спорщики овального кабинета. Это вот будет сразу вот после Албании. Но мне вот мысль другая гложет. Сегодня это непроверенные данные, ну там называют военкоров, там каких-то там пабликов и так далее, непроверенные данные. Генштаб украинский не подтверждает, независимые еще пока не напечатали карты, ну там не закрасили. Но есть прям карты в районе Мирнограда, Красноармейска, то есть да, Донецкая область. Продвижение на 2 километра. Легкая российская пехота, вот это там По зеленке. мотопехота, раз и 2 километра.
По зеленке, да. Степан Геннадьевич, 2 километра в условиях даже вот этих наших Дофига. качелей — это очень много. В чем конспирологическая мысль? Крамольная, сразу предупреждаю, исключительно как теория. А вы не находите, что условия вот этого всего, ну, скажем так, шабаша, который устроил Зеленский, вот этого Трампа, который там едет, не едет в Стамбул, вот этих всех моментов, да, вот этих Макрона со Старбером, которые там чего-то там подпрыгивают, звонят ему каждый раз, Путина, который хранит гробовое молчание, хотя его лично, конкретно цепляют, там, ты боишься, ты там не приедешь, ну, вот эти все моменты. Ну, извините, я вас перебью, на самом деле, не, ну, кто такой Зеленский, да, ну, кого он цепляет? Не, мы сейчас, Трамп его постоянно цепляет. Вова, давай встретимся, Вова, давай встретимся. ну, тоже верно, да. Так вот, смысл того, что линия уже остановки войны прочерчена. Просто до нее надо дойти. Скажем так, я не думаю, что это конспирологическая версия, потому что, насколько я понимаю ситуацию, идет торг об отдельных областях. Американцы, разумеется, хотят отжать больше, Путин хочет отжать. Объясняем, что чуваки в войну проиграли, вы что тут борзеете? И на самом деле, вот когда я года 3 назад озвучил планы, потом позже, как все это аферу будут завершать, чтобы уши не торчали, будут это завершать через слив ВСУ. Что касается зеленки, я могу ошибаться, но здесь никакой на самом деле конспирологии нет. Вот военкоры пишут о том, что с появлением зеленки дроноводам с обеих сторон стало тяжелее работать, потому что растительность, листва, зелень, поэтому все продвижения идут в основном по лесополосам. И второе – это дезертиры. То есть, если как раньше там в своих норах сидели ВСУшники, и при попытке к бегству их свои же дронщики кончали, то теперь в этой зеленке они спокойно уходят. Поэтому вот такие быстрые темпы продвижения, это, во-первых. Во-вторых, очень резко сократились потери у наших штурмовиков. Как раз из-за того, что есть зеленка, пустые норы и осложнена работа как раз дронщиков. Поэтому здесь никакой конспирологии нет, я думаю, Нет, такими мощными ну, продвижениями. смотрите, я просто... В чем конспирология, да, я объясню. В том, Ну, я понял, что что уже что-то очерчено, надо просто успеть надо сдать. просто успеть отойти. И Там опять-таки, столько начерчено, что заколебетесь отходить, на самом деле. И как раз вот за 5-6 месяцев все это можно красиво слить. Поэтому я и называю, что, наверное, к концу 2025 года боевые действия завершатся. есть, скажем так, вот эти очень интересные штуки, которые там называются инсайдами от журналистов, которые присутствовали на переговорах. Причем они как-то вот так западные, да, такие. Ну, понятно, стороны вышли официально. Значит, пошли сливы. Рынок или там индексы российские вниз. Вышли официальные представители, делегаты, сказали: ребята, все хорошо, все Будем говорить дальше, да. будем говорить, все конструктивно, все друг друга услышали, все великолепно, все во. И пошли вверх. Ну, тоже смешно так это, конечно, наблюдать. Буквально там 2-3 часа вот эта разница. Но очень интересные посылы. Одни пишут о том, что претензии были на Сумскую область, мол, мы захватим Сумскую область и Харьковскую тоже. Да, да, да. Другие пишут инсайт о том, что, смотрите, выводите войска за пределы, там, ну, то, что Россия вписала в Ну да, да, Конституцию, в административных границах или как там, да. и тогда остановим огонь. Третьи писали, что а давайте юридическое признание Крыма, то есть Крыма, не всего, а Крыма. То есть абсолютно такие, их очень тяжело увязать вместе, эти инсайты. Поэтому я и не пытаюсь. Не, ну просто еще раз повторюсь, я думаю, что есть общий план, он выполняется, судя по тому, что происходит.
к сожалению, скажем так, исполнители оказались значительно меньшего калибра, чем на то рассчитывали планировщики. Поэтому приходится уже самим туда влезать под всякими благовидными предлогами. А, А все это, ну, это театр абсурда. Понимаете, вот театр абсурда для ширнормаз, чтобы у них пухла голова от количества противоречивой информации, от всех этих шоу, чтобы они не понимали, что происходит. Ну и, соответственно, сидели по домам и не рыпались. И потом уж совсем вот такой, знаете, конспирологический аспект ко всему этому, что со стороны Кремля, я имею в виду. Ну, например, вот мы начинаем говорить о мире. И мы сразу не прерываем переговоры, а говорим, что все конструктивно, все хорошо, мы будем продолжать. Это же на самом деле имеет в виду, имеет мощнейший деморализующий эффект на ВСУ и на население. Все уже устали от войны, заколебались проигрывать. Соответственно, вот у мужиков какой сейчас резон куда-то идти воевать, когда что, хочешь умереть последним перед миром, например? Или у ВСУ, или у тех же ВСУшников. Мир скоро, нас все равно всех простят, поэтому я уйду в самоволку, дезертирую. Возможно такое, возможно. А является ли это одним из, что ли, мотивов или закладывается это в схему, я не знаю. Но, в принципе, можно написать кучу буквок и сказать кучу слов по этому поводу, например. не, Можно. да, безусловно. Но, Степан Геннадьевич, если так вот, ну вот подумать, то по большому счету картинка была такая, ну, своеобразная. Одни, конечно, не видят в этом ничего такого, но другие замечают. Значит, делегация украинская была больше, чем российская. А, Две трети были в форме полевой. Полевой, причем об этом уже шутят конкретно. Нет, ну тоже странно. Штабные крысы оделись в полевую форму. Да. То есть, ну, Да. очень странно. То есть, ну, по дресс-коду, по визуалу, как это все выглядело. А, И это тоже ведь там, ну, многие люди, которые там отвечают за протокол, они говорят, ребята, то есть, ну, это тоже что-то означает. А, Ну, не знаю, что по протоколу означает, но по факту действительно военных, прям там и разведчиков, и военных, и СБУшник, там, в общем, все. Все, кого могли. И вообще, изначально в Анкару Зеленский притащил всех. Такое ощущение, что то ли бесплатный all-inclusive, то ли какие-то там, да, вот эти, не там... Я думаю, здесь-то все было проще, потому что ни европейцы, ни украинцы, они не знали, что будет. Они были вообще без понятия. То есть их реально поймали тепленьких. Ловил ли их Трамп с Кремлем? Вполне возможно. Ловил ли их, скажем так, ловили ли их кукловоды? Просто отдавая указания, ты скажешь это, ты сделаешь это, такие заявления. Я не знаю. Но их поймали, вот всю эту стрёмную компашку нариков, их взяли тепленьких. Они не знали, что будет, они были без понятия, поэтому, как там Шпигель пишет, и страх, и тому подобное. И вообще, если Мгм. вы посмотрите на вид этих нариков в Киеве, да, ну, ребята были немножко растеряны, делали какие-то заявления, потом сгрудились вокруг этого телефона, разговаривали с Трампом. Знаете, как такие нашкодившие ребята в ожидании наказания. Именно, я думаю, этим вызвана как раз вот такая активность делегации. А потом, когда уже начало все утрясаться, более-менее поняли, куда ветер дует, смогли, соответственно, адаптировать свою и официальную политику, и какие заявления спускать, какие темники спускать в информационном плане. Ну, как-то все немножко успокоились и прислали другую делегацию. Мгм. Мне вот так кажется, вот потому что, как вы правильно сказали, ну, а какого черта всех было тащить? Не, правда, И Зеленскому туда полетать. у А меня никто не был, знал, что будет. у меня был прямой эфир, я говорю, а кто вообще на хозяйстве в Украине? Ну, кто? Медведев, он сам сказал. Не, ну там, не, ну там шутки, конечно, сейчас ходят с искусственным интеллектом, что в это время Путин с Януковичем подписывают документы, понимаете? Ну, в качестве шутки, конечно, но это в каждой шутке есть доля шутки.
глава СБУ, Генштаба. Он всех собрал в Анкару, И я Зеленский. вам еще один вопрос задам. Я просто не в курсе, может быть, вы знаете. А сколько они самолетов использовали, чтобы добраться до Анкары? Нам показали один, борт номер один, вот от Украины. Ну вот, помните, что был с поляками? Поэтому это верх идиотизма всех сажать в один борт и туда тащить. Ну, видать, они действительно были сильно напуганы неизвестностью. А что будет? По поводу кураторов очень интересно, вы так высказались. Многие заметили, подметили. Это исключительно наблюдение, я не говорю, что это так и было. Первое, ну вот в паблике, да, пошли видео, как бы комментария Умерова, главы делегации министра обороны Украины. Оно очень такое, вообще очень все ровно, очень по шерсти, все замечательно. И у одной делегации, и у второй все хорошо. То есть у нас все хорошо. Переговоры прошли хорошо, следующие там говорят хуже. Продуктивно, да, Да. да, да. И там просто попало первое видео самое, ну там же с пылу с жару, когда ему говорят, типа, поехали, типа, давай. То есть, понятно стало людям, которые плюс-минус там с телеком связаны были когда-то, что это дубль, что ему сказали или переписать, но чем вызван дубль, А, я непонятно. понял. Вы про Умерова, да? Да. Я просто, ну, я в эти детали не влезал. Если говорят «поехали», да, по опыту работы на РБК я точно скажу, что это была запись, дубль делали. Но с чем этот дубль связан? Со смыслом, который там вещался, или с техническими моментами, понять, конечно, мы не знаем. Но уже так это тоже смотрят, подшучивают над этим. Поэтому вполне вероятно, что обеим делегациям было сказано говорить вот так. Или Да, договорено. кто-то смог выполнить с первого раза, кто-то не смог. Ну, бывает. Других у нас для вас нет. Степан Геннадьевич, а в чем проблема Путину встретиться с Трампом? Вот проблема. Почему не Да встречаются? нет никаких проблем, по большому счету. Просто здесь, наверное, знаете, что может быть? Я еще раз. э, Поток подсознания чисто. Э, Скажем так, понаблюдав кремлевских уже с 2000 какого года-то. Ой, аж с третьего. А любимая поза кремлевских в таких ситуациях – это боевая поза страуса. Поэтому они любят держать вот всех, вот знаете, там, в таком саспенсе, в подвешенном состоянии. Потому что одно дело, когда там Витков что-то привез, какие-то сообщения, другое дело поговорить лично, когда Трамп может задать, например, те же неприятные вопросы, а вот вы вот конкретно поставить вопрос, а вы согласны или нет, вот все. Вот либо завтра вы соглашаетесь на мои условия, либо я вас тут санкциями фигачу. И ведь он может. Ему он отмороженный, ему пофигу, он Китаю может санкциями отфигачить, ему пофигу, он отморожен реально. Поэтому, наверное, кремлевские предпочитают, так, знаете, держать его на расстоянии, ограничиваться всякими любезными комментариями. Очень грамотно, заметьте, выпустили Дмитриева, который сказал: «О, великий Трамп, спасибо вам огромное за то, что вы дали нам возможность поговорить о мире». Мгм. Как-то, знаете, сразу вспомнил анекдот про старого адмирала. Он не должен стоять, он должен блестеть. Профессионально исполнено. Путин тоже подарил ему портрет, где там Борис, прошу прощения, Трамп Борис. По-арабски, по-восточному. Посмотрите, кого принимали арабы. А что с арабами? Поделитесь впечатлениями. Вы так как-то вначале упомянули. Ой, ну там... А что вам так, ну, красиво, женщины, танец волос, вот это вот. Да, э, да там на самом деле было соревнование этого самого саудитов с катарцами за близость к телу, как они ее понимают. И, судя по всему, саудиты выиграли. Потому что, ну, притащили этого игельчанина, и Трамп сказал: какой мужик, какой мужик, ага. Да, черт с ним там американцев убивал, черт с ним, мужик вот такой. Снял санкции гуманитарные с Сирии, Катар заработал себе плюсы,
как и в позиции на Ближнем Востоке, не Катар, а саудиты заработали себе плюсы в позиции, что типа они вот так вот могут решать вопросы. И заработали себе на самом деле большие плюсы вместе с турками в Сирии. Потому что гуманитарная ситуация там, ну, пипец. Мало того, что страна практически находится в таком перманентном состоянии гражданской войны в полном хаосе, так там еще и жрать нечего. А теперь гуманитарные санкции сняты, поэтому турки и саудиты могут как-то стабилизировать этот режим, хоть на какое-то время. А зачем он им нужен? Вы Ведь, знаете, я ведь по думаю, большому счету, ну, они, скажем так, смотрите, они, вот, Степан Геннадьевич, по я думаю, большому ну, счету, это Асад только, ну, европейский. только Асад, только без страны армии. Тоже верно, да. Без страны армии. Я уже, вот мы с вами тоже это обсуждали, я думаю, что турки не ожидали того, что это произойдет, никто не ожидал. Я думаю, что это было, в общем, все очень хорошо, красиво сделано иранцами, потому что хоть с паршивой овцы хоть шерсти клок, поскольку Асад уже начал работать против иранцев, у них уже были проблемы с Асадом, поэтому нафига, скажем так, его держать, содержать, очень дорогое удовольствие, когда он все равно уже отрезанный кусок. Пусть эти вот теперь поиграются. А с другой стороны, саудиты и турки, ну, они, как бы нам ни говорили американцы, они не очень любят еврейцев. Поэтому я думаю, что очень скоро они начнут очень близко сотрудничать с иранцами. Благо уже был неожиданный визит министра обороны саудитов в Иран не так давно, где он привез письмо от самого короля, который уже в состоянии овоща несколько лет, но тут он вышел из этого состояния. Письмо написал, да. Да, вошел, скажем так, в ноосферу, за час все скачал, написал письмо и снова ушел. Ну, бывает такое, чудеса. Аллах всесилен, как говорится. Ну, тоже найти предлог. Я привез вам письмо короля, который уже несколько лет овощ. Где король написал: «Брателла и Этала, мы братья навек. Все эти злостные, противные оккупанты западные нам только мешают красиво и хорошо жить. Давай дружить». Не просто так, да? Поэтому кто теперь контролирует Сирию? Еврейцы думают, что они там что-то контролируют. А Сирию, по большому счету, контролируют сейчас турки и саудиты. Тем самым они из игры катарцев исключили. А у саудитов и катарцев, ну, такая, знаете ли, кровная любовь с давних времен. И катарцы считали себя ближе всего к США. Там и самая большая база. И как раз перед визитом они босяцкий подгон Трампу сделали. Самолетик презентовали. Ну, не получилось. Саудиты их переиграли в этот раз, на мой взгляд. Вот и весь визит. А то, что там Трамп начал писать, сначала был триллион, потом стало 10, потом 4, а сейчас, по-моему, потенциально аж 13 триллионов. А по факту, просто как пример, еще в первый срок Трампа тоже была мега-супер сделка с саудитами на поставку американского вооружения на 100 миллиардов. Вот прошло уже, считайте, лет 5 или 6, сделка была рассчитана на 8 лет, а поставки сделаны только на 30 миллиардов. Ну, просто американский ВПК не справляется. Вот и все. Ну, это Поэтому, потрясающе. знаете, там все Потряс... это на 10 лет. Кто-то Боинги купил на 20 лет, тоже мега-супер сделка. Ну, через 2 года там каденция Трампа закончится. И я думаю, они найдут причину, почему не покупать или еще что-то. Восток делает только. Нет, ну, там потрясающе Трамп написал, говорит, взял я, говорю, беспилотник, говорю, сделайте мне Да, да, беспилотники. да. А мне за 41 миллион принесли. Но это вот, он не шутил. На самом деле там была очень важная вещь, которая, ну, вот мне просто резанула слух. Это было выступление Трампа в Саудовской Аравии. Понятно, что не он его писал. Очень связанные тексты и некоторые слова, судя по всему, Трамп в этом тексте просто не понимал, не мог выговорить. Кабул, например. Не знал, как произносится. Ну, понятно, заучил текст. Ну и что он там сказал? Он там практически повторил свою речь в ООН.
по-моему, свой последний год президентства в 19 или 20 году, что политика неоконов это провал, они кроме войн, разрух и несчастья никому ничего не принесли, типа с этим надо заканчивать. А политика неоконов это политика империи. К чему он это сказал? Да, тому зал весь аплодировал. Потом он сказал, ну, а теперь типа нам нужно вернуться к Авраамическим соглашениям. Зал ответил ледяной тишиной. Потом Трамп ведь писал, как всегда, что во время своего турне я выступлю с заявлением вселенского масштаба, которое никто никогда не делал. Но я так с дуру подумал, неужели он заявит о признании Палестины? Но никакого заявления не последовало. И по Авраамическим соглашениям тоже его прокатили. Причем, вот, понимаете, у них нет специалистов в Госдепе, вообще от слова совсем. У них советники и неоконы, они люди с весьма-весьма сомнительным образованием. Политология называется. Нет образования. Ведь когда ты едешь, особенно на Восток, Восток дело тонкое. Ну, надо собрать какой-то портфель знаний. Нужно приглашать спецов. Должны быть штатные спецы, которые этот регион, это направление ведут. Вот даже я, как любитель, который, знаете, интересуется этим по приколу. Знаю, например, что у судитов такое правило, что пока король жив, все его указы святы. В каком состоянии его не волнует, его не похоронили, он живой. Король в свое время, по-моему, в 2003 году или когда, издал указ, который говорит о том, что никакой нормализации отношений с Израилем быть не может без образования палестинского государства. Какие нахрен авраамические соглашения, ребят, что вы несете? Это просто пример. Поэтому вот это вот заявление, которое сделал Трамп, ну, оно настолько выбивается из всего, из канвы, как вот его заявление в ООН. Но одно дело, как говорится, слова произносить, а другое дело мешки ворочать. С мешками у Трампа как-то пока не очень, на мой взгляд. Как вы оцениваете, ну вот в этом сценарии, который вы давали по поводу, ну там, Украины, да, в Европе, которая сейчас там, ну там сейчас Зеленский целуется со всеми в Тиране, Дания готовит 26-й пакет военной помощи, санкции тоже прилетят. Ну, в общем, я как хочу сформулировать вопрос. Складывается впечатление, потому что вышел вот этот Бессент, не Бессент, Беннет. Бессент это министр финансов США, а Беннет это бывший премьер Израиля. И разорвал Нетаньяху. И говорит, то, что сейчас мы видим, то, что мы, ну, гастроли, Нафталинчик, как его называют, да, нафталин вышел. гастроли Трампа, Да. говорит, это все. Нетаньяху не может закончить войну, он идет поперек США, он, в общем, из-за его амбиций сейчас нас ждут очень тяжелые времена. Посмотрите на Трампа, который колесит по Ближнему Востоку. У меня вопрос. Складывается впечатление, что и Нетаньяху, и Зеленский сейчас в достаточно похожем положении по Да. отношению к Трампу. Не Не к знаю, Трампу, а вот вообще положению в воюющей ну, стране. я, честно говоря, думаю, что у Зеленского не такое тяжелое положение, как у Натаньяху по отношению к Трампу. Ну, не нужно путать отношения, скажем так, проблемы Натаньяху с проблемами Израиля. Потому что Израиль это ЧВК американская на Ближнем Востоке, это колониальная администрация. В данный момент у этой колониальной администрации, скажем так, не совсем адекватный манагер. И в результате его действий интересы колониальной администрации и метрополии расходятся. Ну, так точно так же можно сказать про Зеленского. Или нет? Пока нет. Мгм. Еще раз, Зеленский выполняет роль полезнейшего из идиотов, которых можно только придумать. Задача какая американцев? Выйти из конфликта, спихнуть это все на Европу. Зеленский с ней прекрасно справляется. Он прекрасно играет свою партию на рояль.
Замечательно. Красавчик. А у Натаньяху там проблемы, скажем так, такого фундаментального характера. И, скажем так, я думаю, что он вообще уже берега попутал, не понимает, что делать. Я не говорю даже про геноцид палестинцев. Это когда он такое, когда он такое демонстрирует 24 часа на 7, что происходит? Жопа происходит. Потому что вся бизнес-модель еврейская после войны, мне просили слово «жопа» не говорить. Бербок вам настает, вот, Бербок. Бербок вам приходит в гости. Она строилась на таком, знаете, образе жертвы. Хамас все четко просчитал, всю реакцию израильтян. Натаньяху сделал все, чтобы эту бизнес-модель разрушить. Другой бизнес-модели у них нет и не будет. Это первое. Это, так сказать, глобальный подход. А второй, за что его сейчас будут кончать, возможно, даже физически, я не знаю, это за хамство по отношению к папе, М, папе Франциску. мгм. Когда израильское посольство в Ватикане, МИД даже, опубликовали некролог, очень милый, очень правильный, хороший, а потом этот некролог просто убрали. Такое не прощают в высоких кругах Лондона, условно говоря. И он реально всех достал, потому что он реально начинает мешать задачам США на Ближнем Востоке. Реально начинает мешать. Почему? Потому что задача США там остаться, усилить свое влияние и выжать Иран. Иран, ну не то что уничтожить, а лишить его, что ли, роли локального гегемона. Пока что действия Израиля, Натаньяху, администрации Натаньяху, этих религиозных фанатиков, они приводят к совершенно обратному результату. А именно, что шансы США не вылететь как пробка с Ближнего Востока, они уменьшаются в геометрической пропорции. То, что там арабы принимали, вы знаете, Восток дело тонко, это вообще ни о чем. Туда мощно заходят китайцы. Далее Натаньяху надавил тогда, полностью контролировал администрацию этого самого Байдена, ближневосточную политику. В результате туда заходят китайцы, и Ближний Восток разворачивается к китайцам. Давление на Иран. Трамп тоже идиот. Полный нумаразматик. Взял и ввел санкции на торговлю нефтью Ирана. Нет, я думаю, я понимаю, он хотел насолить этому самому Китаю, который 40% закупки нефти Китая идет из Ирана. Ну, подгадить еще, знаете ли. В результате что произошло? Произошло следующее, как мне сказал один китайский товарищ, с которым я общался. Непростой тоже товарищ. Он сказал, что мы раскосы, ну, я их раскосами называю. Он со мной согласен, говорит, ну ладно, называй. Китай, говорит, это как большой такой танкер, да. Он очень медленно разворачивается, набирает ход, тормозит. Как там говорят, тысячелетняя история. Ну ладно, да, не будем об этом. Вот Трамп, говорит, сделал из нас моторную лодку. И вот эти тарифные войны, и то, что он сейчас делает с иранским нефтяным экспортом, они просто Китаю не оставили шанс, как очень быстро развернуться лицом к Ирану и еще глубже зайти в политику на Ближнем Востоке. Хутор уже сделал Китай великим миротворцем на Ближнем Востоке. Как вы помните, два заклятейших врага, Саудовская Аравия и Иран, вдруг там в течение 2 месяцев стали хотя бы формально друзьями и поцеловались в десна. Было такое, было такое. Никому не удавалось. И то, что письмо короля, да, оно какое, еще раз повторю, что все эти западные страны, чужаки, кроме разделения, боли и войн, сюда ничего не приносили. Нам нужно жить вместе, дружно, мы типа братья, забудем наши распри и тому подобное. И именно с таким посылом туда зашел и заходит Китай. Что, ребята, давайте жить дружно, а мы вами тут немножко порулим. И перспективы американской политики на Ближнем Востоке неоконно становятся весьма и весьма туманными. Сюда добавляем Израиль,
геноцид, проводимый им геноцид, который, ну, большая часть человечества показывает, что вообще между Израилем и Америкой разницы нет, потому что Израиль проводит геноцид, даже не с молчаливого, а с очень такого, знаете ли, громкого одобрения США и Евросоюза. Прекрасная реклама. Супер реклама для образа США во внешней политике. Степан Геннадьевич, если глобально посмотреть на процессы, многие сейчас этот визит Трампа по Ближнему Востоку, ну, оценивают, что сейчас Трамп со всеми там вот это вот, да, и притрется, договорится. Он уже там где-то заявлял, вроде как заявлял, что там цена на нефть 50 его вполне устроит. И вот это все просадят, эту цену. России будет плохо, как Советскому Союзу, А саудитам? она развалится и будет, в общем, и все опять на коне, Да. вот эта вот история. То есть прям Надо многие... еще немножко надавить, продолжить войну, и Россия схлопнется. Нет, у нас, И смотрите, да. я серьезно, прям целая, Я серьезно говорю, да. целая А вы народная знаете, что депутаты. доктрина стратегического поражения России была принята кем? Администрацией Трампа через Украину. Да, я так ремарк просто сделал. Так вот, что вы думаете по поводу этого? Насколько это вероятно? И действительно ли они все так дружненько, подмаслив с Трампом, захотят еще больше добывать, цену опускать, и ну, этот план реализуется? Или это просто фантазии, ну, потому что так сейчас у нас очень любят, ну, там, разговоры о том, сейчас смотрите, смотрите, подождите еще чуть-чуть, Да, да, да. И вот, сейчас Россия рухнет. вот сейчас вот точно все посыпется. Ну, вы знаете, тяжело будет бюджету российскому. Денег на войну все равно найдут, по-любому. А, Я даже не знаю, насколько нужно сократить экспорт нефти. Я думаю, что даже если в 2 раза, я имею в виду валютные поступления от нефти, сократятся, завершится все секвестированием бюджета, но не на военные расходы. Да, население, скажем так, потребление снизится еще больше, но я вам скажу так, что вот я говорил и предупреждал, что после того, как освободили Курскую область, скажем так, то, что там увидели, сейчас у населения один порыв такой, знаете ли, вставай, страна огромная. Поэтому населению, по большому счету, с этой точки зрения, Путину страшнее, скажем так, сделать очередную глупость, да, и сдать какие-то интересы, чем, скажем, снизить уровень жизни. Снижение уровня жизни на его поддержку, на мой взгляд, не сильно повлияет, а вот какие-нибудь типа «она утонула» повлияет сильно. Но это опять, это мое мнение. Поэтому ничего хорошего, кажется, для российской экономики от снижения цен на нефть нет. Но полностью перекрыть экспорт они не могут. Ну, в принципе, это невозможно. Ну, просто элементарный пример. Год к году, например, рост импорта трубопроводного и жирного газа в Евросоюз увеличился на 28%. Это они слезают с газовой иглы. Ну и санкции, понятно, да. Ну да, да, да. Значит, в России бюджет, по-моему, пока что сверстан, по-моему, что-то в районе, нефть в районе 60. Ну, там на самом деле важно нефть не в долларах, а в рублях. В рублях там сейчас проблема реальная, потому что, по-моему, закладывали что-то в районе 6 тысяч рублей за бочку, а сейчас 4. Ну, укрепление рубля, которое очень сильно опередило снижение цен на нефть. В Саудовской Аравии, по-моему, в бюджет заложено 80, на минуточку. Мгм. 75 или 80. Много. Далее, ведь все члены ОПЕК плюс согласились на увеличение добычи. Значит,
Там много историй ходит, что типа, ну, судя по тому, как вводит Казахстан, одной из целей было наказать страны, члены ОПЕК, которые, ну, жульничали, грубо говоря. Они следовали снижению добычи. Казахстан взвыл, и вдруг выяснилось, что 90% нефтедобычи Казахстана Казахстану не принадлежит. Ну, такой неприятный нюанс для великих казахских националистов. А принадлежит иностранным корпорациям. Вылилась огромная куча информации по этому поводу. Кого они там еще наказывают? Еще кого-то наказывают. Ирак тоже наказывают, тоже не соблюдал квоты. И второй, на самом деле, это сланцевики. Как казалось, на старых месторождениях, ну, у них давно себестоимость была достаточно низкая. Там на старых скважинах где-то $35 за баррель. На новых уже за 60. Более того, они, судя по всему, прошли пик добычи сланцевой нефти. В том смысле, что если вы выкачали более 50% запасов на сланцевом месторождении, ну, у вас очень сильно начинает сокращаться дебит скважины. Соответственно, бурение новых скважин, дальнейшее бурение этих кустов, оно становится экономически невыгодным. Поэтому крупнейшие частные компании сланцевые, я не помню, как она уже называется, не Халиберт, нет, это другое. Она заявила, что, вы знаете, в таких условиях мы сокращаем добычу, мы сокращаем персонал, потому что мы не видим смысла в продолжении добычи на таких уровнях, при таких ценах на нефть. Поэтому, помните, Трамп там кричал: бури, детка, бури, бури. Но они им отвечаем: бурим, папик, бурим. Это Поэтому да. вполне возможно, но понимаете еще в чем дело? Как уже показала практика, в чем прелесть сланцевой добычи, это в том, что вы можете очень быстро сократить ее и очень быстро можете расконсервировать скважины. Там занимает месяц-два. Это вам не глубокие скважины или, ну, стандартные скважины, грубо говоря, вертикальные. Поэтому тут, знаете ли, я сильно сомневаюсь, что саудиты вот так вот прям послушали Трампа. Возможно, кстати, саудиты и вместе с Путиным решили тоже ему подмахнуть Трампу, типа: чувак, давай договаривайся, потому что тот же Кремль очень сильно помогает с китайцами. Ну, китайцы там в стране помогают переговорам с Ираном. Переговоры ничего не дадут. Они дадут только в том случае, если, опять же, Трамп признает свое поражение. А поражение в чем заключается? В том, что там кидались понты, что типа чисто израильская программа. Ни ракетной программы, никакой поддержки оси сопротивления, так называемой, Хамасу, Хизбалле, хуситам и прочим, иранским формированием, и полное уничтожение ядерной программы, то есть вплоть до уничтожения центрифуг. Как любят говорить еврейцы, ливийский сценарий. Там тоже полный бред, потому что, с одной стороны, тот же Витков, да, непонятно кто, выполняет Ну, роль. уже понятно. Ну, кто он сейчас? Ну, присягу, Не, ну спецпредставитель, кто у него? Он что, генсек? Ой, госсек? Кто спецпредставитель внедрил? по Ближнему Востоку Вот спецпредставитель, да. уже с Ну, этой, хорошо, уже с выполняет роль госсека. присягой, внимание, тут уже Да. не надо, с присягой. Поэтому тут он Теперь у него уже будет свой переводчик, свои советники. секретаршу дадут, да. Ну, пожалуйста, идут переговоры. Вроде обо всем договорились. Ну, хотя бы озвучили, да. И тут же Витков разворачивается на 180 градусов и заявляет: вообще-то да, слушайте, надо бы все-таки с иранской программой разобраться. Выходит на шоу на каком-то, по-моему, был он, Брэдбард шоу, да, дня 4 назад. И начинает заливать про Авраамические соглашения, про интересы США на Ближнем Востоке. И говорит следующее, что в принципе все арабские страны готовы нормализовать отношения с Израилем. Ну, особенно саудиты при живом короле. Есть одна проблема, вот Иран. Если бы нам уничтожить, грубо говоря, обеззубить, выбить зубы Ирану,
то Ближний Восток погрузился бы в долгие годы мира. Так нормально. А что иранцы делают? Они просто, как и Путин, тянут время. Переговоры идут, оборона растет, ракеты производятся. Единственное, у них сейчас проблема обнаружилась со спутниками. Они должны были запускать 3 спутника, ну, разведывательных спутника. Должны были запускать. Вот один в марте не запустили до 14 марта, теперь только запустят в июне. А у них всего осталось 2. Поэтому, наверное, они будут переговариваться и ждать до конца июня. А потом скажут, ну что. Что говорить-то? Давайте драться. Мгм. И начнется большая война. Понятно. Наверное. Степан Геннадьевич, друзья, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на Димуру. Ссылка в телеграм-канал Степана Геннадьевича в описании к этому видео. У нас 27,5 тысяч, очень приятно. И благодарю за то, что реагируете. Я хотел бы финальный вопрос задать. Ну, это тоже ваше мнение, потому что есть прям целый серьезный расклад. Ну, о том, что ну, он так с экономической точки зрения, с полуэкономической точки зрения и политической. Короче, политэкономия. Значит, то, что сейчас Трамп выкручивает, чудит с пошлинами, сделками, ну, понятно, турне, Ближний Восток, опять-таки Европа, да, это делается очень быстро, хаотично и вот таким вот образом, потому что, условно, в конце августа, начале сентября у нас там будет мировой финансовый кризис. Пузырь лопнет, все рухнет, деньги вообще поменяют, ну, как бы, и стоимость, и цену, и в общем, перепроизводство, производство выйдет на вообще какие-то там потребления тоже, выйдут вообще на какие-то другие, все, короче, обвалится, и будет пересобираться заново. Все фондовые рынки, все это, скажем так. То есть глобальный мировой подобум, кризис. И, мол, этот Трамп делает исключительно для того, чтобы, ну, да, такая была крепость среди огня, да, Соединенные Штаты Америки. Соответственно, тогда... То есть кризис обойдет страной США каким-то Нет, ну образом. не обойдет, но имеется в виду, что будет легче в США, поэтому это сейчас вот это. А всех как бы накроет и А войн... почему будет легче? Не объясняют. Нет, ну потому что тут как бы Потому что США, производство там, понятно, да, да. ну США, да. А производство и все-все-все, то есть будут перенесены все США. В общем, смысл в чем? Война в Украине, например, она, Вот здесь есть минуточку. Предполагается перенос производства США до начала кризиса или после? так как бы не Не во помните? время, понимаете? Во время? Понятно, да. Ну, то есть как стимул. Да. В общем, такая, Из дешевого места переносить в богатое. так С станет, дорогое. не, так станет везде недешево. Это все А как бы, почему? ну, все ж обрушится. Или если все обрушится, Все везде будет. обрушится, но вырастет в цене. Ну ладно, не будем в детали даваться. Да, Ну, в общем, есть такой прогноз, что эта есть, да. осень будет прям жесть, ужас и кошмар. Ну, О войнах, осенью, о войнах вообще забудут, и как бы все уйдет на спад я само думаю, собой. осенью только все начнется. Ну ладно. У Что меня для скажете? этих Да. предсказателей такое, знаете, плохая новость. Очень. Сначала рухнет американский долговой рынок. Он похоронит в Пиндостане все. Ну, и по всему миру тоже. Потом им будет уже не до тарифов, не до переносов. А что А это то, что такое? Трамп чего-то знает, его команда что-то знает. Есть такой товарищ Мартин Армстронг. И к его помощи прибегал Евросоюз, вернее, его консультации спрашивал Евросоюз, как они вводили евро. И администрация Рейгана, и администрация Буша-младшего. К нему никто не обращался, он сказал, и вообще он бы с этими идиотами и какать рядом не сел. Вот и все, что нужно знать этим заговорщикам. Люди вот не понимают, что, знаете, это из серии, что все мировые кризисы – это большой один еврейский заговор. Мгм. А почему же тогда их можно предсказать? Можно предсказать уровни, с которых начнется сыпаться и примерные даты. У меня еврейской крови 0.
Ну, получается. Понимаете? Ну ладно. Таких вещей ходит по интернету очень много. Нет, так а что думаете вы, когда Я начнется и думаю, что что это будет? кризис начнется, скажем так. Я думаю, что все поймут, что начался мощнейший кризис, если не во второй половине этого года, то в начале следующего. Но в этот раз больше всех пострадает как раз США и Европа. Ну, потому что рухнет долговой пузырь. Он еще никогда не сдувался особо сильно. А если вы посмотрите, что потребление там отвечает, грубо говоря, за 70% ВВП, если у вас потребление сокращается процентов на 35-40, 29 год будет отдыхать. А почему? Ну, потому что американский потребитель уже всячески подает знаки, что он убился головой о бетонную стену. Единственное, что и в плюс у США, это то, что их банковская система в разы стабильнее европейской, и не говоря уже китайской. А с точки зрения потребителя и производства там все очень-очень тухло в Америке. Единственный плюс банковской системы. Ну и второй плюс – это старшая валюта. Но этот плюс их и убьет, потому что будет мощнейший рост доллара, который их сделает в принципе неконкурентоспособным. От слова совсем. То есть создаться ситуация, что ничего конкурентоспособного мы произвести не можем, а наше потреблять сдохло. Что делать? Что делать? Соль искать, что делать? Так что в этот раз все будет не совсем однозначно, не так, как было раньше. Я думаю. Ну, мы к тому моменту еще встретимся, конечно, все Хочется обсудим. надеяться, да. Очень, очень хочется надеяться, да. Друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Сколько встреч понадобится в рамках Стамбула-2, чтобы добиться перемирия? 6%, еще одна, максимум две. 14%, вы что, это была первая и последняя встреча в Стамбуле. 29%, перемирия не будет, будет мир. И, значит, 6%, 51, ну, 51 это долго после летней кампании. То есть все привязано к войне, соответственно, после, вот и все. То есть пройдет, Потом. довоюют, да, условно, и потом вот, собственно, что-то произойдет. Значит, перейдем к вашим вопросам, уважаемые друзья. Значит, тут пишет в чате трансляции в супер сообщениях, спасибо им большое за это. Артем Синько говорит, потому что кризисы программируются. Левит, Ну да. 25 глава, там алгоритм надувания долгового пузыря. Понятно, да. In God we trust. Вот, так Мгм. сказать. Да-да. Значит, давайте перейдем. Говорится, у вас какое и у вас какая редакция Ветхого Завета? Я а, знаю 4. Две из них без Иисуса Христа. Но это мелочи жизни. Мгм. Значит, друзья, значит, переходим к вашим вопросам. Вопросы давайте сначала заглянем в клуб зрителей. Там тоже Степан Геннадьевичу оставляли вопрос. Значит, Александр, спросите, пожалуйста, у Степана Геннадьевича, что он думает о судьбе Одессы? Вот прям, Ну, по плану она должна перейти к России, но ситуация флюидна, скажем так. Но я думаю, что перейдет. а флюидно это как? Ну, в подвешенном состоянии переговоры идут. Понятно. Значит, по поводу Одессы выяснили. Переходим к сообществу YouTube. Режим Блиц. Поехали. Здравствуйте, Степан. В кремлевских кругах давно ходит нарратив, что мир с Украиной должно быть подписано в Москве, где перед лицом российского народа он будет священным, и если Украина или ей помогут нарушить, он будет священным, и если Украина или ей помогут нарушить его, то последствия будут напоминать сектор газа. Считаете ли вы это реальным? Спасибо, Александр. Всем мира и добра. Синяя борода. Не, я думаю, это какой-то бред, если говорить честно. Причем
Реально бред просто, силка была. Причем такой, знаете, прохановщиной отдает, Ну, явно. я, кстати, встречаю в комментариях часто вот это, ну, пересказывают, давайте мир будет в Москве. Ну, какая-то странная история. Это Балтика-9, вот в натуре. Балтика 9. Даю. Доброго вечера. Вы не знаете, что ответил Рэбе с того света на записку, кинутую трампоном в урну усопшего Рави Любавичского? Без понятия. Да? Меня это в жизни интересует меньше всего. Я вот тоже сижу, такие подробности, слушайте, нет, вообще без понятия. А, Анна, Степан Геннадьевич, интересно ваше мнение о книге Виктора Суворова «Ледокол». Не читал. Не читал. Не читал, не осуждаю, то есть Да, не читал, не осуждаю. Да. прочту, буду осуждать, вот Да. так. Александр задает вопрос. Мединский историк, для чего он в переговорной группе? Теперь и вообще глава группы. Добрый вечер. Ну, я думаю, это просто акт глумления. Да. Во-первых, Стамбул. Во-вторых, Мединский. Как бы, вот, чтобы люди задали вопросы. Снова Стамбул, снова Мединский. Так, а что нам мешало согласиться тогда? Как сильно мы усилили свои переговорные позиции? Я думаю, исключительно с этой точки зрения. Нет, ну тут, понимаете, когда вот ему приписывают, мол, мы готовы воевать вечно, со Швецией воевали там 20 лет, а сколько вы готовы воевать? Типа такое сказал Мединский на этих Мог, переговорах. мог. Он же ведь из-под этого, из-под Жирика. Поэтому вполне возможно. От своего, как же это называется, спонсора перенял привычки. Так что Я не знал, не что удивлюсь. из-под Жерика, если честно. Ну, Ну, вот так вот из-под Жирика он. Что я да могу вы сделать? что, ничего себе. Значит, что думает Димура о сбитии малазийского Боинга Николай Бутин? Я думаю, что промазали. Я думаю, что целились в другой рейс, который пересекался. Он, по-моему, в кипрский рейс. Я, кстати, им летел на день раньше. А, Промазали. Не потому самолет ударили. Мбор, пользователь. Здравствуйте всем, Степан Геннадьевич. Первое. Что может означать георгиевская лента на груди председателя страны, поклоняющейся дракону? Ведь святой Георгий поразил этого самого дракона. И второе. Почему наш лидер обратился к Си как господин председатель, а не товарищ? Ну, я думаю, Си на самом деле китайские товарищи знают российскую историю лучше многих представителей русского мира, да. И они знают, что это никакая не георгиевская ленточка, а гвардейская сталинская ленточка. Поэтому там с своими драконами вы, пожалуйста, в местное отделение русского мира. Вот. А что касается товарищ, господин, ну, по этикету господин. Он же в Россию полетел. Это же не Путин в Китай полетел, где все товарищи до сих пор. Татьяна, к чему все идет? К новым военным активным действиям со стороны Европы? И будет ли Турция воевать с Россией? Не будет, Европа тоже не в состоянии что-либо сделать. Какие действия? Вы о чем? И Никто, Тур... кроме украинцев, воевать не будет, хотя будут, может быть, потом еще поляков подначивать, но других таких нет, просто не найти. а, Значит, почему-то Оксана очень активно интересуется. Оксана Владика. А, 125 раз спрашиваю, ответьте, пожалуйста, что будет с недвижимостью в Украине, в Киеве, Одессе. Ну что, перерегистрируйте, и все будет нормально. Как в Крыму. Ну, имеется в виду, наверное, дороже, дешевле. Степан Ой, Геннадьевич. она вопрос до конца не сформулировала, поэтому... Вот это вы, конечно, выдали. Да? А, а,
Значит, приветствую, уважаемый Константин. Два вопроса. Украинская сторона в очередной раз нарушила закон о ведении переговоров с Россией. Знак вопроса. Ведь такой запрет никто же не отменял. И второе. После завершения конфликта в Украине, надеемся, в ближайшем будущем может Россия отправить определенное количество войск в Молдову, скажем, наводить порядок. Наверняка в договорничке с Трампом в ближайшем будущем эта ситуация обсуждалась. Путин слишком много уступок сделал Трампу по Сирии, по Ирану. Наверняка одной Украиной не ограничится, ибо тот хаос, который сейчас наблюдается в Молдове, это вопрос времени, как был в случае с Украиной. Спасибо. Я, честно говоря, не в курсе каких-либо уступок по Сирии и по Ирану, от слова совсем. Потому что в Сирии мы давно уже ничего не контролируем. Асад нас послал со многими инициативами, как и иранцев. Ой, да, иранцев. А по Ирану там никаких уступок нет. Там, наоборот, нагнетание, эскалация с нашей стороны. Так что Молдавия, ну, не знаю, может, там товарищу Ину, товарищ Ин пошлет свои части для тренировки и приобретения боевого опыта. Мгм. Рафаэль, прогноз по золоту держать? Держать, но осторожно, но чтобы не царапалось. Держать, чтобы не царапалось. Вопрос. Лайк пользователей. Вам не кажется, что после отказа от переговоров в Первом Стамбуле у Украины нет права называть себя жертвой? Ведь при участии Лондона сознательно шли воевать, когда можно было договориться. Слушайте, ну это такие вещи совершенно абстрактные, это зависит от того, в каком информационном поле вы находитесь. Ну да, И в данной ситуации, вот кто напал на кого, это вообще уже никакого значения не имеет. уже много времени, уже все равно. Это уже все пофигу. Но я имею в виду для разруливания. Вот это вот очень Да, важный это, момент. Для да, разруливания уже да, много, да, много уже никакого воды значения не имеет. утекло. Нет, понятно, что там, понятно, украинцу больно, что вот напали. Нет, крови много, обиды Ну, много. смотрите, ну вот просто еще раз, доктрина предполагала нападение рано или поздно украинцев на Донбасс. Ну, не нападение, а зачистку Донбасса. Россия бы тоже влезла в войну. Вопрос, кто был бы виноват в войне? Конечно, русские опять. Поэтому, знаете, на обиженных воду возят. Поэтому нужно как-то уже с другой реальностью свыкаться и думать о других вещах. Значит, Мирослав, здравствуйте. Если переводчик на нынешних переговорах что-то перевел неправильно, это может быть поводом недопонимания или затягивания? Может. Вообще, конечно, цирк. Какой переводчик? Ну правда. Там все эти мужики сидят им там по 50 лет условно, ну Как, даже как там больше. у вас пишут? Школа криворожской дипломатии. Ай. Да. Лев Шмарин пишет. А нет, кстати, человек-то задал вопрос. Насколько я понимаю, президентский указ, ни у кого из них не было никакого права на переговорах. Я не знаю, выдавал им какое-то спецразрешение, но это же, если не ошибаюсь, прерогатива Рады. Закон-то принимала Рада. Нет, не, Нет? там нет такого. Там Ну, был, а с другой стороны, ведь, по-моему, тоже госслужащие Украины не могут общаться на русском языке там официально, правильно? Поэтому сидит делегация и вдруг говорит на русском, ну, нарушение закона. такие все законники стали, если бы Конституцию еще выполняли в Это Украине, конечно, да. Лев Шмарин, нормально. вопрос. Когда в России появится решительный Пригожин? Царская семья всегда плохо кончала. Но он уже один раз появился, была гениальная спецоперация, но, к сожалению, Путин не смог полностью воспользоваться ее плодами, поэтому не знаю теперь, сколько ждать. Что вы имеете в виду, не смог воспользоваться плодами? Ну как, когда была спецоперация наших чекистов, грубо говоря, западников развели как лохов, потому что они серьезно верили, что Пригожин все продал с потрохами, он действительно куда-то идет. Ну, пока шел на Москву, там ему было много звонков с признаниями в любви. Все это писалось, разумеется.
И Путин, в принципе, вот если вы посмотрите, скажем так, даже исторически, ну, даже на официальную историю, которую нам предполагают, какие цари жили долго и счастливо. Цари, которые, условно говоря, раз в 5-6 лет меняли полностью придворных. Пока что чем занимается Путин, он там регулярно меняет личную охрану. Придворных оставляет. У него была прекрасная возможность поменять придворных, посадить туда голодных волков, которые бы смотрели на него как на благодетеля и бога какое-то время. Но не воспользовался этим. Его дело, как говорится. Переходим в чат трансляции. Артем Синько, сколько бизнесов поляжет в США в результате кризиса в процентном выражении? Много. Как вам кажется? Я не знаю, трудно сказать, понимаете, в Америке очень такая своеобразная и устойчивая, на самом деле, структура бизнеса. Она заключается в том, что у вас есть несколько очень крупных корпораций. Под этими крупными корпорациями очень много субподрядчиков, у этих субподрядчиков свои субподрядчики и тому подобное. В результате малый и средний бизнес, он кто-то умирает, кто-то возникает, система функционирует. И вот все государственные деньги, они идут через эти несколько крупных корпораций. И в результате что-то всегда остается, и что-то всегда работает. Я думаю, весь этот хай-тек, он просто исчезнет. Ну, как исчезнет? Вспомните 2000-е годы, если... ну, многие, наверное, уже не помнят, что там творилось с этим хай-теком раздутым, непонятным, без никому не нужным, большому счету. Многие, вот это хай-тек, индустрия развлечений, индустрия досуга, то они понесут, конечно, мощнейшие убытки. Автопроизводители и тому подобное. Мгм. В процентном отношении, я думаю, что ВВП сократится процентов на 30-35. О, Это адское сокращение. там очень много. Это, ну, я имею в виду там года за два. Ага. Это очень много. Ну, все равно даже за 2 года это очень много. Это, нет, но это будет мощнейшая экономическая депрессия, по сравнению которой 29-й год цветочки. Чат-трансляция. Алиса Селезнева. Зачем Зеленский так старательно добивается встречи с Путиным? Не знаю. Спросите у Зеленского. Андрей, вопрос. Димура сказал, что гарантом не вступления Украины в НАТО может стать Ватикан. А какие мощные рычаги влияния есть у Ватикана? Монахи. Монахи. Значит, вопрос. Кто будет содержать сотни тысяч ветеранов ВСУ после окончания войны? Казна пуста Никто. репарациями платить победителю. Трамп денег больше не раздает, а у ЕС планы платить активным, а не выбывшим. О как, Сергей задает вопрос. Никто. И что это будет? Ничего, люди будут брошены на произвол судьбы. Отработанный материал. Космик Слайдер. Как вам кажется, на российской экономике эмбарго на нефть, которая грозится ввести Запад, как отразится? Ну, еще, мы же обсуждали это, и я думаю, полное эмбарго невозможно. Эм, Ну, скажем так, даже сокращение на 50% поступления от экспорта нефти, оно будет очень болезненным, но не критичным. И оно, в принципе, невозможно, потому что китайцы будут покупать, все остальные будут покупать. Оно будет очень болезненным, но не критичным. Андрюха, вечер добрый. А точно ли Путин центральная фигура? Может, есть те, кто им управляет? Нет, он не центральный фигур. Он в этой игре, он фигура там уровня того же Трампа, либо товарища Си. Примерно одного веса на доске. Артур спрашивает, Россия погонит турок из Закавказья? В Закавказье влезают не только туда, влезают как раз монархии залива.
а через ваххабитов вылезают катарцы. Зачем? Идея подорвать, скажем так, Россию, как всегда, с Кавказа. Турки влезают в Среднюю Азию. Но там они столкнутся даже уже теперь не столько с Россией, сколько с тандемом России и Китая. А китайцы турков, ну, они их вертанут пару раз на причинном месте, и султанчик успокоится. Очень быстро. Тимур, в условиях изоляции банковского сектора, ограничения торговли в России с санкциями, кризис не обойдет ли по краю Россию и как это отразится на Украине? Ну, трудно, понимаете, мы, Россия, еще раз, это практически реально страна бензоколонка, если так разобраться. По структуре экономики, хотя там все кричат, что мы слезли с какой-то иглы нефтяной. Достаточно просто построить, скажем, квартальные изменения ВВП графика и квартальные изменения цен на нефть. Вы видите поразительную, практически 100%, ну не 100%, 90% корреляцию. Поэтому все эти сказки можно, да, оставить пропагандоном. Поэтому что значит мировой кризис затяжной? Это резкое сокращение спроса на нефть, резкое сокращение цен на все и вся, на все сырьевые материалы. Поэтому я, честно говоря, не вижу, как он сможет обойти Россию стороной, при том, при всем, что те огромные расходы бюджета, которые делались последние 3 года в связи с военными действиями, но они неплохо, на самом деле, поддерживали уровень жизни населения и продолжают поддерживать. Поэтому расходы-то у нас все рублевые, а страна импортирующая, соответственно, в случае кризиса рубль уйдет на вторую цель. Первая у него была 125, 126 сделали. Уйдет на вторую цель, а это по 250. Мало никому не покажется. Ну, как это повлияет на войну? Вы думаете, что это каким-то образом повлияет на возможность России вести боевые действия? Никак не повлияет. Ну, то есть опять вот этот расклад, что народ взвоет, пойдет Я уже свергать. объяснил, вот еще раз, я уже с который раз объясняю. Расклад сейчас очень простой внутри страны. Что угроза стабильности режима, она исходит не от экономического положения населения, даже если оно ухудшится. Она исходит со стороны действий в стиле Курск утонул. Она утонула. Мгм, да. Значит, Павел Ефимов, Ну, на мой взгляд, опять же. Павел Ефимов интересуется, а какое у вас происхождение фамилии Димура? То есть человек вот смотрит нас 1,5 часа и вот решил заинтересовался. По отцу это Уссурийск. А в Уссурийск попали западенщины. Там в Уссурийске и под Уссурийском, оказывается, есть огромное количество Димур. Кроме шуток, я когда-то, по-моему, в Новосибирске или в Красноярске я был, давал семинар. После семинара ко мне подходит мужчина, дает карточку, там тоже Димура. Он говорит, откуда ваши предки? Я говорю, отец из Уссурийска. Вот у нас тут под Уссурийском огромное количество Димур. Ну, по всей видимости, когда Столыпин вывозил украинцев на освоение Сибири, по всей видимости, с какого-то села какая-то часть по мужской линии попала. Ну, как? Значит, Лариса Агеева интересуется, какая ваша любимая песня, когда душа поет? Ой, сразу статью впаяют, не буду говорить. Про песню, да? Да. Это что-то, Марш, скорее. что-то из Ленинграда, да? По ком звонят твои Нет, колокола? нет, 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 нет. Значительно раньше Ленинграда. Да, значит, Виктория. Мерц грозится увеличить численность войск. Как вы думаете, возможно ли в настоящий момент возродить былую мощь Германии? Нет. Численность вермахта точно не возродить. Нет, они могут ввести, он грозится обвести
обязательный призыв ВПК не возродить. Мгм. Значит, Андрей Алекс требует И потом, понимаете, ведь люди отказываются понимать элементарные вещи, что армия – это сложная система, это сложный механизм. Чтобы этот механизм работал, его нужно строить и поддерживать, смазывать десятилетиями. После того, как вы его уничтожили, прошло одно-два поколения, ну не то, что уничтожили, а резко сократили численность. Прошло одно-два поколения, и все, вам нужно все начинать с нуля. Мгм. Значит, Андрей Алекс требует от вас говорить, сказал А, говори Б. А что это за монахи? Расшифруйте. Ну, по поводу Ватикана. Реально приезжают монахи и разбираются. Реальные монахи. С ними вы не хотите встречаться. Кроме шуток. Боевые монахи. Ватикан. Там хуже, чем боевые монахи. Там ниндзя отдыхают. Алексей, Степан, какой самый красивый город для вас? Ой, знаете, хороший вопрос. Даже не сказал бы, не отвечу. Много городов, которые мне нравятся. От настроения зависит. М. А, Да, Димуре салют. Да, друзья, вам тоже салют. Спасибо всем большое. Нас больше 30 тысяч сегодня. Прям вот такой хороший результат, несмотря на все вот эти ограничения и, ну, да, вот эти все моменты. Я думаю, что все преодолеется. Главное, напомнить Ютубу, что мы есть. Поставьте, пожалуйста, лайк и напишите пару слов в комментариях. Из-под какого уссурийска вы? Да, откуда ваша фамилия? Тоже интересно. Слушайте, прямо-таки, ну, как бы, по моей фамилии это чисто украинская история. То есть там Донбасс, центр, вот здесь, там, вот Ваши здесь. слушатели не хотят знать, откуда у меня материнская линия. Поэтому лучше им не знать. Ну и слава богу. Степан Димура был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Удачи вам. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся обязательно.